些魂导师不足为虑。这是有多少数量的冤魂才能炼制的武器？他的金光好强，是什么力量？我要把你留到最后，你到底是谁？ Император Дитянь – классный персонаж. Это духовный зверь с пугающей культивацией. Он не уступает мастерам 99 уровня, но многие считают, что, как и другие сильные звери, он станет духовным кольцом или душой Хуэйхао. Так ли это? В этом видео мы рассмотрим интересные подробности о Дитяне, которые вы не знаете. Итак, Дитянь с китайского «Небесный Император», он же Золотоглазый Король Черных Драконов, Бог Зверей, полноправный диктатор Звездного Леса, первый из списка 10 свирепых зверей континента, индивид номер 1 на континенте, один из двух ныне существующих представителей клана драконов. Драконы представляли собой одну из доминирующих рас во Вселенной. Все благодаря своему родоначальнику и самому главному богу в Божественном Царстве, богу-дракону. Исходя из истории клана драконов, а это в основном боевой континент 4, так и непонятно, как Дитянь выжил в период разрушения клана дракона. Возможно, он был в это время в Яйцее и был спасен Серебряным Королем Драконом вместе с Драконом Королевой Бездны. Он следовал за богом-драконом и с его помощью стал королем, хотя по идее, тогда он точно должен был умереть. Звериный облик. Это был огромный черный дракон, покрытый чешуей, с длиной тела более 3000 метров, толстая чешуя, огромные крылья. Он парил в небе, как гора, давящая на все вокруг. Человеческий облик. Мужчина в длинной черной робе. Выглядел как человек лет 40, ростом около 2 метров, с широкими плечами, строгим лицом. Его развивающиеся черные волосы опускались за спину с 2 прядями золотых волос. Сам по себе Дитянь является представителем рода черных драконов с базой культивации почти 870 тысяч, 880 тысяч лет на момент событий боевого континента 2, чья стихия это абсолютная тьма и пространство. И он, естественно, намного сильнее любого предельного титулованного. Например, тот же Лун Сяояо, хоть и является обладателем Святого Дракона Тьмы, он на самом деле не находится на том же уровне, что и черные драконы. Сами по себе черные драконы являлись личными телохранителями бога-дракона. В отличие от других, которые в той или иной степени были либо сыновьями бога-дракона, либо происходили от детей бога-дракона. В этом он схож с горными драконами. В каждом поколении старейшина рода черных драконов получал от бога-дракона ультимативную способность – когти бога-дракона, которая имела колоссальную подавляющую способность, особенно против зверей и драконов. Характер. Как присущий всем драконам, гордый уважает абсолютную силу, но при этом является очень заботливым, когда дело касается его подчиненных. Может пойти на компромисс, если от этого зависит судьба его подчиненных, например, когда была основана пагода духов или когда им была выделена отдельная планета. Не отрицает прогресс и его эффективность. Мудрый, никогда не действует импульсивно, не считая того раза, когда умерла трехглазая золотая львица, и то, когда он почувствовал огромные потери зверей во время Великой волны зверей на город Шрека. Ему не чуждо самопожертвование как во благо зверей, драконов, так и людей, если это принесет большую пользу, нежели если бы он жил. Это особенно чувствуется, когда он пожертвовал своим сознанием для Лань Сюань Юя, когда ему надо было выдержать 9-цветные испытания небес для ранга бога. В целом, этот Дитянь стремится к познанию мира, закона Вселенной, к тому, чтобы пробиться сквозь небеса и стать путешественником Вселенной. Но законы Божественного Царства после падения клана драконов очень суровы в отношении культивации зверей и почти не допускают их в Божественное Царство, за исключением тех, кто смог пробиться вместе с людьми. Теперь начнем его полную историю. Она проходит через сюжеты боевого континента 1, боевого континента 2, 3 и даже 4. Боевой континент 1. Поскольку возраст Дитяня просто огромный, он, естественно, существовал на период событий боевого континента 1. Самое вероятное это то самое время, когда все дикие звери Звездного Леса во главе с Дитянем и Мастером поглощали жизненную энергию 1 миллион летней культивации Тяньмэна, ледяного шелкопряда. Ведь это ускоряло их культивации и приближало время к возвращению Мастера, а это значит рассвет для зверей. Поэтому им нет дела до Тансана, Сяву и ее матери, обезьяны Титана и буйвола Питона. Боевой континент 2. Впервые он встречается со старейшиной Сюанем и Хуэйхао
во время их прогулки по лесу звезд и истории с трехглазой золотой львицей. Потом волна зверей на город Шрека, где он начинает бой против старейшины Сюаня вместе с старейшиной Муэном и оказывается запечатанным на 3 дня. Дальше он начинает диалог с Хуэйхао и эксперименты с духами, в результате которого он начинает уважать Юйхао, его силу и заботу о зверях, дарит ему свою обратную чешую дракона, которая время от времени спасает Хуэйхао и обрывает его связь с Божественным Царством. Дальше он приходит на помощь Хуэйхао во время его вылазки на горном пике Миндоу, схватки с Есишуй. В целом, пока она не взяла его на понт, что он, мол, не может явить сюда свое тело, он не собирался сражаться, ведь это могло сильно травмировать Хуэйхао, если даже не убить. Сам он потом сознался, что Есишу вместе с ее пагодой смерти была по силе наравне с ним, только в законах пространства она была слабее. Также, пока Хуэйхао был под контролем Дитяня, он дал ему путь для дальнейшего развития. Дитянь был одним из немногих, кто сформировал второе ядро души по методу инь-янь. Например, король Тиранический Дурной Глаз и даже Снежная Дева потерпели неудачу на этом методе, в результате чего ядро крутилось в обратную сторону в отличие от первого, из-за чего мог возникнуть хаос и взрыв внутри тела, без должного контроля. Потом он явился в полуплоскость нежити, когда Хуэйхао принял на себя кару небес, вместо короля ледяных медведей Сяобая, отчего Дитянь был в недоумении как от самого поступка, так и от места. Дальше он появляется, когда внезапно перестал чувствовать Хуэйхао, придя в Академию Шрека, зарубился с уже ставшим предельным титулованным старейшиной Сюанем, потом еще с Хуэйхао, который прибился через 90-й ранг, создав второе ядро методом инь-янь и уже пообщавшись с богом эмоций до этого. В итоге с подачи Цзюйцзы на него напала армия Империи Солнца и Луны вместе с темными мастерами, которые в это время типа осаждали Шрека. Ну и произойдет финальная битва с Хуэйхао по аналогии битвы Тансана и глубоководного кита в 1 000 000 лет из первой части, как испытание для божественности. Боевой континент 3. Здесь в основном Дитянь в облике человека дождался возвращения мастера и потом всю книгу чисто на побегушках всегда просился убить Танвулиня, дабы мастер мог бы скорее стать богом дракона. Участвует в финальном сражении против бездны на стороне пагоды духов, вместе с мастером становится участником финальной битвы людей и зверей Гуюэны и Танвулиня. Боевой континент 4. Является одним из правителей отдельной административной планеты эльфов наравне с королевой эльфов, которая была выделена Федерацией Доуло для зверей духа. Обзавелся дочкой в лице белой королевы тигрицы, познакомился с Сюань Юем. К сожалению, не смог пройти испытание и в итоге втайне от всех убедил Сюань Юя, чтобы стать его духом, уснул. Лишь изредка беседуя с внешним миром и Сюань Юем, должен был официально стать полноценным духом на 6-м кольце, но благодаря червяку пространства смог только на 7-м, когда Сюань Юй прорывался к божественности и в итоге пожертвовал всем своим сознанием и силами, чтобы принять 9-цветное наказание небес. Так и закончилась история Дитяня, одного из самых сильных и интересных смертных героев серии Боевого континента. Способности. Мириады языков драконьего пламени, атакующие умения стихии тьмы и пространства. Это была предельная техника, на которой специализировался Дитянь. При помощи стихии пространства он вызывал огромное количество трещин, из которых начали высовываться драконьи головы. Каждая драконья голова выглядела идентично Дитяню. Они открывали свои рты, и ужасающие пурпурно-черные языки драконьего пламени, стихии тьмы, извергались из них. Уничтожение черного дракона. Массовое атакующее умение стихии тьмы. Он редко использовал этот духовный навык. Каждый раз, когда он использовал его, он терял часть своего долголетия. Меч темного дракона. Этот меч, сконденсированный плотной энергией стихии тьмы и пространства. Рукоять этого меча была больше половины метра длиной, а лезвие в 2 метра. Рукоять была черная и напоминала черного дракона. Лезвие было темно-пурпурным, и когда меч появлялся, казалось, что устрашающее намерение меча проделало огромную дыру в небе. Когти короля, бога драконов. Особо ничем не отличалось от других мощных духовных умений. Тем не менее, это было совершенно иначе для духовных зверей. Когти короля драконов содержали ауру драконьего бога, и только самый могущественный зверь в мире мог обладать таким умением. Как только когти короля драконов выпускались наружу, каждый духовный зверь, который не был настолько же благословлен богом, должен был быть уничтожен. Нисхождение. Либо сам призыватель может телепортироваться,
либо может телепортировать кого-то сквозь пространство. К сожалению, о духовной кости Дитяня ничего не известно, но скорее всего она содержит какие-то из этих его умений. Как видим, история Дитяня проходит сквозь много частей боевого континента. Он очень сильный и интересный персонаж. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.